Добрый день! Считается, что представители буддизма, монахи храма Шаолинь — это сильнейшие бойцы, развитые как физически, так и духовно. На основе рассказов о жизни монахов кинематограф создал целую армию различных фильмов, которые по сей день вызывают интерес у публики по всему миру, в том числе у русских зрителей. Или, например, непобедимые воины-ниндзя, представители дзен-буддизма, которые являются идеальными убийцами-наемниками, способными победить любого. На нашем канале уже выходили ролики, посвященные этим бойцам. Но в этом видео мы изучим вопрос православных воинов-монахов. Мы узнаем, кто побеждал, когда ниндзя выходили против православных казаков. Посмотрим на технику самообороны и вспомним исторические факты, когда православные монахи были ничуть не хуже, а то и сильнее распиаренных монахов Шаолини ниндзя. И мы начинаем. В интернете уже давно популярно видео, на котором некий представитель православия демонстрирует приемы самообороны. Есть ли такая возможность хотя бы отчасти познакомиться с приемами? Можете ли вы нам в этом помочь? Давайте попробуем. Наверное, все-таки лучше, конечно же, избежать столкновения с любым противником, попытаться уклониться и мирным путем решить или разрешить сложную ситуацию. Но бывает, что столкновение не удается избежать, и противник может уже вас захватить. И, конечно же, нужно тоже уметь освобождаться от того или иного рода захватов, которые стесняют ваше движение. Конечно же, единоборство – это не спортивный вид, а школа является школой выживания. И поэтому здесь используется все, что есть у человека в наличии. В руках, на нем одето, поэтому можно и использовать одежду противника. Также одежда может защищать человека от нападения холодным оружием. Задача не только уклониться от движения, но и обезоружить, выбить оружие из рук противника. Поднимаешь, да, подводишь. Раз. Наносится. Ну вот сейчас, насколько я знаю, есть некая критика, вот, допустим, этой же системы. Вот. Понимаете, критика, она всегда бывает конструктивная, бывает просто глупая и необоснованная. И комментировать какие-то заявления или измышления людей, которые ничего не умеют, не знают и не имеют представления о боевых искусствах, комментировать просто бесполезно. Я бы хотел обратить внимание на то, что мастера, общаясь друг с другом, никого не критикуют. Они, общаясь между собой, обогащают
друг друга знаниями, они набираются друг у друга опытом. И это им помогает в их жизни, в их занятиях и в решении задач, которые перед ними ставит там государство или служба, на которой они находятся, там, их начальство. А критиковать, что критиковать? Все проверяется в бою, вся критика. Знаете, всех этих критиканов бы сказал, такой бы вопрос задал бы: покажи, что ты умеешь. Понимаете? Нужно иметь моральное право говорить. А моральное право говорить ты будешь иметь только тогда, когда у тебя будет личный опыт, не просто знания, а еще и умения. Любой предмет на улице может вас защитить. Даже простая веревка или ремень может вас защитить. Первое время отрабатывают, конечно же, на учебном оружии, а впоследствии уже на боевом, на остром оружии, чтобы действительно иметь серьезные навыки в противостоянии и не бояться тех предметов, которые находятся в руках противника. Пошло напряжение. У нее есть точки напряжения. Не по точкам, а есть точки напряжения, которые его кладут. Остановки раз. И такие же отборы. Какова все-таки цель критики? Давайте так, обратим внимание на окружающую нас природу. Древо, оторванное от своих корней, оно погибает. Поэтому цель – это не критиковать, а оторвать наших воинов от исторических корней. И, конечно же, самое главное, от духовных корней. А без внутреннего стержня воин он не воин. Все увиденное нами напоминает некую упрощенную версию айкидо. Достаточно неагрессивное противодействие сопернику. В определенных ситуациях эти принципы могут помочь, особенно если дополнить их базовыми принципами бокса. В комментариях данная демонстрация вызвала непонимание у некоторых людей, которые удивленно писали: «Как же так? Разве священник может применять насилие?» Давайте обратимся к нескольким крупным представителям русского православия, которые дадут нам пояснение касательно данного вопроса. Все остальные, пожалуйста, в секцию бокса. И если есть ситуация, которая требует от вас зажатия кулака, то, пожалуйста, бейте в репу и не спрашивайте фамилию. Бей в капусту как можешь. Правша бей справа или левша бей слева и не смущайся ничуть. И потом, наоборот, скажи: слава тебе, Господи, попал. Все, для этого ходить на бокс. Все православные христиане молодого возраста должны быть закаленными, разной степени спортивными. Что вы сами еще не растеряли боксерских навыков. Ну да. Да. А священник же он не может применять насилие. Да какое насилие? Кому бы не дал развить насилие? Современные представители православия, которые первыми приходят на ум в рамках данного видео, это Федор Емельяненко, Александр Русик,
Петр Ян и Александр Волков. Самый счастливый день в вашей жизни. Это именно тот день, когда я встретился с Богом. Я считаю себя русским, православным, так что, так оно и есть, и так вот. Что касается исторических фактов, то история помнит одну ситуацию времен русско-японского конфликта, что дошла до наших дней в виде рапорта, когда православный казак одним ударом победил японского ниндзя, что решил сойтись с ним в рукопашном бою. Третьего дня сотня стояла во второй линии охранения, отчего было дозволено готовить пищу и разводить костры. В 9 часу из кустов на огни костров к охранению вышел странный японец, весь в черном, дергался и шипел. Исаулом Петровым этот японец был ударен в ухо, отчего в скорости помер. Многие комментаторы частенько припоминают данную историю, когда речь идет о восхищении японскими видами боевых искусств. Дескать, на территории России все это теряет свои магические свойства, а потому и заниматься этим надобности нет. Особенно при том, что у нас развита культура того же бокса. Что касается православных монахов, которые являлись аналогом бойцов Шаолиня, источники утверждают, что такой факт существовал. Боевые монахи-воины на Руси были обычным делом. Об этом есть некоторые упоминания. Например, в сказании о Мамаевом побоище упоминается о 2 монахах – Пересвете и Ослябе. Это весьма интересные личности, которые были закалены в боях и при этом являлись монахами. В летописях сказано, что когда Дмитрий Донской приехал к Сергию Радонежскому, он попросил: «Дай мне, отче, 2 неких монахов, воеводов твоего полка, тем самым ты нам очень поможешь». То есть у Сергия Радонежского был полк боевых монахов, а Пересвет и Ослябя были воеводами этого полка. Перед началом Куликовской битвы сильнейший, непобедимый тюркский богатырь по имени Челубей из войска Мамая вызвал на бой любого солдата Дмитрия Донского, и по какой-то причине Дмитрий Донской решил выставить против него не молодых воинов, а монаха Пересвета. Это подводит нас к вопросу, неужели именно Пересвет был сильнейшим юнитом, раз на этот бой решили выставить его? Различные источники рассказывают разные версии, но все они едины в одном мнении: Пересвет сумел победить Челубея. Это говорит о том, что Пересвет был действительно сильным воином, и он был не один. Если на Западе были тамплиеры, монашеский орден воинов, посвященный войне и защите христианских ценностей, то, видимо, нечто похожее было и на Руси. Об этом свидетельствует также тот факт, что храмы строились таким образом, что напоминали некое подобие крепостей, военные сооружения, в которых были подземные ходы, а также пороховые пушки. Долгое время монастыри играли роль военных баз, контролирующих порядок определенных территорий. И неудивительно, ведь очень часто монахами становились бывшие военные. Например, история помнит, что монахи знаменитого Соловецкого монастыря в 16 веке 40 лет самостоятельно, без поддержки воевод, отбивались от нападений шведов и ливонцев. В монастыре был сформирован монашеский боевой полк, в котором солдаты изучали навыки боевых искусств и военных действий. В летописях упоминается такое явление, на которое принято не обращать внимания, как монашеские полки, которые с оружием в руках отражали нападки на веру и отечество. Также не будет лишним вспомнить про такого святого, как Илья Печерский, более известный как Илья Муромец, который считается покровителем воинов. В заключении необходимо обратить внимание, насколько историки исказили представление о монахах, превратив их из воинов-пацифистов, покорно подчиняющихся любому врагу. Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.